Всем привет! Мы находимся на кухне и будем делать сегодня фартук из гипсокартона. Фартук нужен для того, чтобы скрыть вот эту трубу и сделать ровную плоскость для облицовки. В общем, выглядит вот так. Сама панель имеет 10 сантиметров в толщину, отступ от стены. Слева отступ 75 сантиметров, справа 60. По высоте 86 сантиметров и от нее вверх еще 60. Кое-какие непонятные вопросы мы уточнили у дизайнеров. В общем, у нас размер 860, это от чистого пола. Значит, смело можем прибавлять 20 миллиметров, и у нас будет чистый размер по конструкции 88 сантиметров от стяжки и плюс 60. Сверху мебель ложится на стену, снизу в стык коробу. Ну, понятно, что большие шкафы доходят за эту панель до стены. Теперь нам нужно скорректировать разметку с учетом новых данных. То есть здесь мы поднимаемся, здесь поднимаемся. Справа остается как есть и слева тоже. Плюс к этому нам надо сделать разметку не для самого гипсокартона, а для профиля с учетом толщины обшивки. А толщина обшивки у нас будет с каждого узкого торца по 2 слоя, а с фасада 1 слой. Значит, мы смещаемся от каждой новой отметки на 2 слоя по 12,5 мм, на 25 мм. То есть справа и слева мы можем сразу смещаться, а горизонтальные уровни нужно еще скорректировать. Готово. Здесь я для наглядности отметил все отметки, которые есть. Это старая, это новая, а это номер 2 для профиля. Сверху мы отступаем от верхнего уровня уже вниз. Старая отметка, новая и для профиля. Справа и слева все попроще. Просто смещаемся на 2,5 сантиметра. Здесь влево, а там справа. Теперь по этим отметкам выставляем лазерный уровень или вертикальный осипостроитель. Делаем отметки, оббиваем линии. Здесь все просто. Одинарные отметки. По 4 углам. Так, здесь у нас что-то видно. Так, видно. От окна немножко засвечивает, ну ладно. В этом смысле удобнее зеленый лазер. Его на солнце хорошо видно. Перемещаем лазерные уровни осипостроителя на левую сторону, лазер на низ и делаем еще пару отметок. С отметками разобрались. Отбиваем линии синькой. Вот она, наша разметка для профиля. Вертикальная, горизонтальная. Вокруг трубы у нас будет тоже гипсокартон. У нас по сути будет 2 короба. Этот и этот. Просто в одной плоскости. То есть трубу зашивать в открытые плоскости короба мы не будем. Мы ее обойдем гипсокартоном вот так. Для того, чтобы отбить горизонтальные или вертикальные линии шнуркой в одиночку,
нужно всего лишь 2 самореза. Саморезы вкручиваются один где-то в стороне, для того, чтобы за него зацепить петельку, а второй так, чтобы край самореза, край его резьбы шел бы по линии. То есть не центр самореза вкручиваем в линию, а чуть в стороне. Ну и вот так это выглядит. То есть за один цепляем, второй протягиваем, и отбивка ложится точно на отметку. В общем, с разметкой закончили. Можно присверливать направляющие профиля. Периметр на стене из направляющих профилей УД 27 на 28 мы присверлили. Теперь надо собрать боковины этой панели. То есть справа и слева прикрутить вертикально гипсокартон с запасом по отступу от стены. По плану отступ от стены у нас 10 сантиметров. Значит, и полоски мы берем не меньше этого размера, а лучше сантиметров 12. И по высоте тоже с запасом. Боковины короба, которые являются его внешними границами слева и справа, прикручиваются легко и просто. А те, что находятся рядом с трубой, потребуют иного способа. Здесь у нас есть уже один профиль, и мы можем прикрутить гипсокартон, пройдя длинной битой за трубой. А вот чтобы прикрутить второй бортик рядом с трубой, у нас нет места, куда бы подлезть шуруповертом. Этот бортик будет установлен как одна готовая деталь. То есть мы на профиль уже прикрутили, как полагается, гипсокартон, и в таком виде будем присверливать профиль к стене. Итак, все вертикальные бортики на месте. И мы можем делать по гипсокартону вертикальную и горизонтальную разметку для направляющих профилей каркаса. Для разметки мы использовали два прибора. Горизонтальные линии нарисовали с помощью простого пузырькового уровня, а вертикали с помощью лазерного осипостроителя. Хотя, если стена идеально ровная, то можно обойтись и обычной линейкой, поставить разметку от стены и тем же пузырьковым уровнем нарисовать вертикали. По готовой разметке нужно прикрутить направляющие профиля УД в нашем случае. Вот они у нас нарезанные лежат. В первую очередь прикручиваются горизонтальные перемычки с вырезами. Прикручиваются на 3 самореза. Один по гипсокартону, 2 по металлу. Саморез, скрепляющий верхние полки профилей, нужен для того, чтобы зафиксировать 90-градусный угол между бортиком и стеной. Бортик меньше болтается вправо-влево благодаря именно этому саморезу. На бортиках, находящихся вокруг трубы, этого самореза пока нет. Этот узел мы будем еще разбирать. После того, как готовы все горизонтальные периметры, можно прикручивать вертикальные направляющие профиля с одной стороны короба и с другой. Здесь мы можем прикрутиться сразу и основательно. Я не зря об этом сказал, потому что крайние бортики на фартуке слева и справа у нас собираются по стандартной технологии и являются стационарными. То есть мы их собрали один раз и больше не трогаем. То есть закручиваем саморезы снаружи, снутри и срезаем лишний гипсокартон. Бортики вокруг трубы собираются по другой технологии. Здесь у нас нет места вкручивать саморезы снаружи гипсокартона, поэтому мы поставим вертикальный профиль и прихватим его саморезами изнутри. Затем снимем бортик полностью со стены и соберем его. А это наши прихватки. Черные саморезы временные и держат профиль по линии. Саморезы по металлу вкручены навсегда. Теперь надо шуруповертом с длинной битой выкрутить дюбеля и снять бортик со стены. А вот так выглядит сам процесс. Длинная бита прекрасно помещается между профилями. На крайний случай можно и подрезать бортик профиля. Итак, мы сняли бортики со стены. Прикрутили гипсокартон, как полагается, снаружи. Старые дюбеля пластиковые нужно выбросить, заменить их на новые. И установить обратно уже готовую деталь в те отверстия, которые у нас на стене уже есть.
После того, как дюбеля будут затянуты и бортик займет окончательно свое место, можно выставить его под 90 градусов к стене, вот здесь, и закрепить сверху на саморез. Вот здесь видно, что у нас все нормально, 90 градусов есть. Саморезы вкручиваются и в верхний горизонтальный периметр, и в нижний. После этого закручиваем второй готовый бортик. После того, как оба бортика прикручены на место, нужно удалить лишний гипсокартон. С передней части мы удаляем под профиль все, а сверху оставляем выступ на один слой гипсокартона. Периметр у нас готов полностью. После этого мы устанавливаем внешние угловые профиля. В нашем случае это тоже профиль УД 27 на 28. Положение торцов профиля в периметрах мы контролируем по лазеру. Чтобы зафиксировать профиль на нужном расстоянии от стены, мы используем пластинки из той же УДшки. Для пластинок используется боковая часть УДшки, потому что она гладкая, не рифленая. Пластинки находятся снаружи, на профилях. Крепятся они сначала от стены, а затем по внешней части профиля, так чтобы и одна, и вторая часть короба находились бы в одной плоскости. Шаг пластинок примерно 40 см. После того, как с помощью пластинок мы выровняли угловые профиля в одну плоскость, можно устанавливать внешние вертикальные перемычки каркаса. В нашем случае это CD-шка, то есть потолочный профиль. Устанавливаются CD-шки нигде попало, а первые две мы поставим вокруг блока розеток. Вот тут у нас они обозначены. Потом разойдемся в стороны по 40 см и одну по центру вот там. На этапе установки вертикальных профилей соблюдается только одно правило. Расстояние между верхним и нижним периметром должно быть одинаковое. То есть меряем вот тут в начале, и потом каждую следующую перемычку крутим так, чтобы между верхом и низом было одинаковое расстояние по рулетке. На этом этапе горизонтальность верхней и нижней полки нас не интересует. Затем узкие торцы наших коробов нужно обшить сверху и снизу гипсокартоном в один слой. Итак, весь короб по периметру мы обшили одним слоем гипсокартона. Теперь нужно укрепить его лицевую часть, потому что на ней будет, во-первых, еще слой гипса, а во-вторых, облицовка из тяжелой плитки. Чтобы она не потащила фартук вниз, нужно укрепить вертикальные стойки растяжками или косынками. Выбор варианта крепления зависит от разных причин. Например, от наличия материала, то есть какой профиль у вас остался. Или, например, от расстояния от стены до укрепляемой стойки. У нас расстояние маленькое, поэтому будем использовать сплошную косынку. Вот такую. Это тоже профиль CD, такой же, как и стойка, только с разогнутой одной полкой. Он присверливается к стене дюбелями, а к профилю крепится саморезами по металлу. Сейчас мы присверлимся, прикрутимся и покажу уже готовый вариант. И на всякий случай еще одну растяжку поставлю, чтобы вы знали, как она выглядит. Вот. Это готовый каркас, уже усиленный. Вертикальные косынки. Здесь у нас по 2 дюбеля, потому что это пеноблок. И так, в принципе, 3 хватает, то есть по концам и по центру. И перед тем, как закрепить вертикальную стойку к этой косынке, мы включаем лазер и проверяем вверх по уровню. То есть профиль мы можем еще двигать вверх-вниз. И когда он займет нужное положение, крепим его саморезами по металлу. Вот, в принципе, и все. С усилением мы закончили. Растяжку еще одну. Сейчас поставлю одну растяжку, покажу, как
выглядит другое крепление. Не менее хорошее, просто другое. Это просто надрезанная удешка, согнутая уголком. Прикладывается на стену плоской частью и присверливается. Нужно смотреть, чтобы вот этот угол находился бы внутри периметра профиля. То есть можно ее вот так разогнуть, например, сделать глубже или более наружу. В общем, присверливаем. Присверлили растяжку на 4 дюбеля. Теперь нужно вкрутить саморезы вот сюда, в боковину. Чтобы нам полки профиля не мешались, мы их подрезаем и сгибаем. Теперь можно вкручивать саморезы сюда и сюда. После этого сгибаем уголки внутрь. Вот так. Готово. Это один из множества вариантов, как укрепить вертикальный профиль на стене без опоры на пол от сползания вниз под нагрузкой. В общем, каркас у нас полностью готов, и можно обшивать его гипсокартоном. Если бы у нас длина короба была меньше, чем длина листа, мы бы зашили его одним большим куском, чтобы обойтись без стыков. Но длина короба у нас 2,63, поэтому стыки будут. И эти стыки мы сделаем заводскими. Вот с этого профиля пойдет 1,20 м в одну сторону, потом кусок вправо, кусок влево. По передней стороне короба обшивка у нас в один лист. Здесь нам больше делать ничего не надо. Зато узкие торцы у нас рассчитаны на 2 слоя. Туда мы докрутим по одной полоске гипсокартона. Чтобы все выглядело красиво, полоски гипсокартона на трубе не прерываются, а имеют вырезы под нее. Докрутили полоски гипсокартона на торцы, и наш короб полностью готов. Выглядит вполне себе симпатично. Напомню назначение этой гипсокартонной панели. Она скрывает в себе газовую трубу, чтобы она не торчала между верхними шкафчиками и нижними столами. Обеспечивает ровное прилегание мебели. В ней же находятся розетки, и за ней проходит армированный шланг для подключения газовой плиты. Потом на этот короб будет наклеена облицовка. Обычно это плитка или стекло. Ну а наша работа по монтажу фартука из гипсокартона на кухне закончилась. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!